Каким образом создать условия, чтобы большое количество людей могло иметь деньги, но при этом они их бы не разрушали, потому что частенько деньги узконаправленной специализации не могут быть потрачены туда, где им нет применения. Грубо говоря, лопатой трудно крутить гайки. Почти невозможно. Или гаечным ключом вместо ложки есть там борщ. То есть это инструменты, которые нам дают возможность получить что-то. И каждая бумажка, которую мы образно будем говорить, или деньги на счету, они обладают энергией, которая соответствует той покупке, которую вы совершите для себя, если вы ее запланировали. Решение этого вопроса пришло очень просто. Там где-то приняли новый закон, где нам разрешили многофункциональность финансам. Это мега круто, но для того, чтобы это разрешить, нам дали возможность вот той модели, о которой я говорил. Потому что, когда мы о чем-то мечтаем, когда мы чего-то желаем, мы формируем определенные виды энергии, которые дают возможность сформироваться определенным людям, которые нам дают деньги за выполнение определенных задач или же планов, которые мы построили с этими людьми или выполнили какие-то обязательства, и нам их заплатили, и они соответствуют той мечте, которая у нас была. И тем самым получается как бы узконаправленные вещи. Но когда мы начинаем действовать по принципу: в сердечную чакру женщинам отправляем энергию любви, она уходит в ядро Земли, и 3 секунды внимания на ядре Земли переключились. Женщины дают искру любви всем мужчинам или тем, которые им нравятся, и потом из своей сердечной чакры отправляют энергию любви в ядро Земли, делают 3 секунды внимания и потом переключились. Тем самым вы адаптируетесь к тому, что гармонизируете себя с любыми видами энергии, которые могут произвести любой продукт или товар без необходимости о нем мечтать, потому что у вас будет мультимедийность, потому что вы взаимодействуете с Землей, а принцип заключается в чем? Приходит эфир, и мы должны, если мы говорим узконаправленно, да, пропустить его через себя, почувствовать, как нам кайфово от того, что он у нас есть. Мы должны в этот момент не иметь претензий к противоположному полу, то есть мы к женщинам, женщины к нам. Женщины в этот момент должны получить удовольствие, а мы получить удовольствие от того, что мы принимаем их такими, какие они есть. В это время женщина дает энергию любви в ядро Земли. Относительно того переживания, которое вы испытывали, оно возвращается назад, и под это приходят деньги или возможности, и у вас появляется та материальная ценность, которую вы хотели. Услышали, да? То есть принцип был переживание, ощущение, которое вы хотите. Потом это ощущение вы должны отпустить, а значит с ним отстраниться. Оно уходит в ядро Земли, если женщина принимает, любит и получает удовольствие. Мы сейчас узконаправленно это все обсуждаем, потому что мы сейчас говорим про гетеросексуальный обмен энергиями. Потому что у лесбиянок или у геев там немножко по-другому все происходит. Но закон где-то такой же, но с маленькими нюансами. И получается, вы получаете энергию уже женщины и мужчины, и именно ту, которая соответствует тем переживаниям, которые вы испытали, и под них приходят деньги, которые должны соответствовать тем сертификатам, которые вы получили на именно эту продукцию. Если совсем просто говорить, вы растаможили только автомобиль, либо вы растаможили только стройматериалы, либо вы растаможили только мобильные телефоны. И они адаптировались, и тогда из Земли приходит энергия как разрешение, чтобы из нее, из этой Земли, получить тот продукт или те энергии, или те состояния, которые вы хотели. Я надеюсь, что я доступно объясняю. И когда мы начинаем посылать энергию любви женщинам из своей сердечной чакры в их сердечную чакру и отправлять в ядро Земли, мы как бы соглашаемся, что все, что к нам придет, все, кем мы будем, все, что мы пожелаем, мы хотим, чтобы оно материализовалось, адаптировалось и было признано Землей как мои желания, потому что я вкладываю туда кредитные деньги, создающие возможность иметь любой продукт, потому что я изначально даю любовь без необходимости что-то представлять, чего-то желать и чего-то хотеть. Я не знаю уже, как более подробно это рассказывать, потому что любое формирование событий – это всегда ощущение, которое ты испытываешь от того, что ты это имеешь. И главное не то, что ты имеешь, а то ощущение, которое ты хочешь получить от того, что оно уже у тебя есть. И насколько ты его испытываешь, настолько ты зацикливаешь возможность прихода денег именно в том ключе, который ты себе намечтал. Когда же ты делаешь технику из сердечной чакры в сердечную чакру женщины в ядро Земли, ты создаешь эффект, что любые желания, которые у тебя появляются, они будут соответствовать тому объему энергии, которую ты дал Земле, и она тебе выдаст под них любое исполнение
без необходимости чувствовать определенные состояния на ту или иную покупку, или на то или иное приобретение, или на те или иные события. Таким образом, мне дали расшифровку, как это происходит и почему у многих людей появляются деньги, к примеру, они выиграли в лотерею, и потом они мертвы. У них не сертифицированная энергия, и тогда она забирает энергию с человека, потому что она была не заземлена, а так как человек сам является частью Земли, и тогда забирается энергия заземления из него самого. Все.